Всем привет! Для любителей фруктовых пирогов сегодня я делюсь рецептом очень вкусного шоколадно-орехового пирога с грушами. Пирог готовится очень просто и быстро, практически по принципу «все смешал и готово». А получается мягким, пышным и очень вкусным. Ароматные сочные груши превосходно сочетаются с орехами и шоколадом. А кисло-сладкие ягоды клюквы и малины, которые я использую для украшения, идеально дополняют вкус пирога. Ну а в конце видео я по традиции покажу анонс следующего рецепта. Итак, вот те ингредиенты, которые мне понадобятся для приготовления. Для начала натираю 60 граммов темного плиточного шоколада на крупной терке. К 200 граммам муки добавляю 50 граммов какао-порошка. Какао-порошок нужно обязательно просеять, иначе он может остаться комочками. В просеянную смесь добавляю натертый шоколад, рубленые грецкие орехи, 10 граммов разрыхлителя. Вместо грецких орехов можно взять любые другие, какие вам больше нравятся. Хорошо перемешиваю сухие ингредиенты до однородной массы, чтобы в тесте в готовом пироге не было непромешанных кусочков. Сухие ингредиенты пока отставляю в сторону. В другую чашу отправляю 100 граммов мягкого сливочного масла, всыпаю 180 граммов сахара, немного растираю масло с сахаром. Пока добиваться пышной кремовой массы не нужно. Далее, не выключая миксер, по очереди вливаю 4 яйца. При этом каждое последующее яйцо добавляю тогда, когда взбилось предыдущее. После добавления всех яиц уже хорошо взбиваю до пышности. Должна получиться вот такая светлая, воздушная, хорошо взбитая масса. Во взбитую массу добавляю сухую смесь в 2 приема. Делаю это для того, чтобы хорошо объединились все продукты. Для этого использую венчик или силиконовую лопатку. Густота теста зависит от размера яиц. Если тесто вам покажется густоватым, можно добавить около 100 мл молока комнатной температуры. Молоко обязательно должно быть одной температуры с другими ингредиентами, иначе масса может отщелкнуться. Я добавлять молоко не буду. Оставляю тесто в сторону, а пока займусь грушами. 3 груши разрезаю пополам. Из каждой половины удаляю сердцевину, плодоножки и хвостики. Также очистила груши от шкурки. Каждую половинку сбрызгиваю соком лимона, чтобы они не потемнели. Выпекать пирог буду в форме диаметром 26 см. Дно выстелила пергаментной бумагой. Дно и бортики ничем не смазываю, так как готовый пирог отлично отстает от формы. Выкладываю груши на дно формы срезом вниз. У меня сегодня груши достаточно крупные. При этом они очень сочные и сладкие. Конечно же, пирог с такими грушами получается намного вкуснее. На груши разравниваю тесто. Пирог выпекаю в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов вверх-вниз 45-50 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой. Готовый пирог перевернула на блюдо. Он очень легко вынимается из формы. Украсить пирог можно по вашему желанию любыми ягодами, дольками свежей груши или мелко рубленными орешками. Я украсила ягодами малины и клюквы, которые кроме яркого контрастного цвета еще и обладают свежим тонким ароматом и придают пирогу пикантный кисло-сладкий вкус. Ну и конечно же сахарная пудра для придания законченного вида. Сочные груши идеально сочетаются с орешками, шоколадом и ароматной ягодой. Порадуйте себя и близких этим пирогом. Все ингредиенты с указанием точного количества будут в описании под видео. Всем желаю приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и делитесь в комментариях вашими впечатлениями. А сейчас анонс следующего рецепта. В следующем видео я поделюсь рецептом вкуснейшей пшенной каши, покажу и расскажу о всех тонкостях ее приготовления. Чтобы не пропустить рецепт, нажимайте на колокольчик. А я всем говорю пока!